Истории инки из Лапландии. Зов глубин затерянного моря. Миарамальдми. Часть 5. Инка из последних сил мысленно позвала Матехке. Течения в глубинах океана вздрогнули. Сквозь воду, скалы и бескрайние подводные просторы понесся зов. Зов о помощи. Матехк услышал инку и сразу поспешил к ней. Дух воды и звезд был соткан из морских течений и света далеких созвездий. Его тело сияло изнутри неземным светом, а в глубине его груди мерцали звезды. Ведь когда-то он сам был звездой, сорвавшейся с небес и упавшей в древнее Северное море. Инка вернула ему память и исцелила его йойком. С тех пор Матехк больше не был духом забвения. Он стал хранителем тайн и памяти морей и океанов. Он остался в подводном мире, оберегая древние знания глубин, и стал символом надежды и вдохновения для всех, кто искал истину, ведь все во Вселенной связано невидимыми нитями. И вот на затонувшем острове появился Матехк. Мур-Ргу застыл на мгновение. Он никак не ожидал увидеть здесь хранителя тайн и памяти морей и океанов. Вода вокруг Матехка озарилась звездным сиянием, и черные течения тревожно дрогнули. Мур-Ргу вскинул руки. Его сети из черных течений взметнулись вверх, и темная вода рванулась вперед сокрушительной волной. Сети с огромной силой полетели в Матехка, но тот даже не отступил. Он раскрыл ладони, и свет внутри него вспыхнул. Вода вокруг стала кристально прозрачной, будто сама память океана очищала пространство от тьмы. Мур-Ргу снова и снова метал свои сети, но стоило черным потокам коснуться сияния Матехка, как они рассыпались серебристыми искрами и растворялись в воде. Тогда Мур-Ргу ударил еще сильнее. Черные течения поднялись огромной стеной, закручиваясь в острые копья и хищные вихри. Они летели на Матехка со всех сторон, стремясь поглотить его свет. Но Матехк спокойно шагал вперед, и каждый его шаг оставлял за собой дорожку из звездного сияния, стирая тьму и успокаивая бушующие воды. Наконец он поднял руки и коснулся живой крепости из черных течений. Звездный свет разошелся по воде тысячами сверкающих нитей. Крепость дрогнула, затрещала и начала распадаться. Айва сразу почувствовала перемену. Она издала могучий призыв, и стая касаток вновь рванулась вперед. Касатки прокусывали ослабевшие потоки, разрывая их один за другим и не давая Мур-Ргу снова сомкнуть темное кольцо вокруг острова. Но Мур-Ргу не собирался сдаваться. В его глазах вспыхнул новый коварный замысел. Он взревел так громко, что задрожал весь затонувший остров. Древние камни содрогнулись,
Морское дно застонало, даже темные течения на миг замерли. Океан готовился к новой великой схватке, битве света и тьмы, памяти и забвения.